уже менять чащийся самолет заставки моего канала на плавно ползущий тягач на гусеничном ходу с посылками, поскольку в связи с вводом Белпочтой нового программного обеспечения и дополнительного распределительного пункта посылка только по Минску от таможни до адресата идет недели 2-3. Я приветствую вас на моем канале, меня зовут Александр, и сегодня распаковка и обзор посылок с товарами из Китая. Самый мелкий конвертик доставлен в Беларусь из Китая прямо в почтовый ящик новой для меня почтовой службой GRC за 2 месяца. Причем ни один из указанных здесь трек номеров не отслеживался. Продавец сообщил мне вот этот номер. Оценили в 50 центов. Заказал на Алиэкспресс 3 металлических цветных коннектора мини-джек 3,5 мм за $1,69. Они 4-пиновые, не 3, 4-пиновые, и используются в проводных телефонных гарнитурах. Вот, в принципе, для их ремонта как раз и покупал эти коннекторы. Конвертик просто здесь вот можно отклеить так вот. Коннекторы упакованы в фирменный пакетик с zip-замочком, на котором указаны продукция бренда и координаты предприятия. Rich Connector, по-моему, называется этот магазин. В комплекте в лоте 3 коннектора. Они все разноцветные, и цвет продавец высылает рандомно, если лот именно такой. Но можно выбрать конкретно и конкретный цвет. Вот. Сами оболочки коннекторов, они металлические, но здесь нет этого бренда, как указано на изображении на сайте продавца. В комплекте есть силиконовые конусообразные трубочки. В них пропускают провод и используются для того, чтобы провод не заламывался возле коннектора. Вот таким вот образом. Контакты, возможно, позолоченные или латунные. Во всяком случае, выглядят именно так. Кстати, магазин R-Connector или Rich Connector, который реализовал мне этот товар, специализируется на разъемах, штекерах, вилках, гнездах. Есть также различные удлинители, соединители. Ссылка в описании будет, знакомьтесь. Так, пойдем дальше. А в этом конверте приехал чехол для моего нового смартфона, обзор которого все никак не сделаю. Это Sony Xperia XA2 Ultra Dual. Чехол я приобрел на Алиэкспресс, как здесь, собственно, и указано, $3,74. Доставлен из Эстонии, Сталина в Беларусь за 40 дней с отслеживаемым трек номером. Всего я заказал 3 чехла, вот первый, самый дорогой, приехал. Это силиконовый чехол неизвестного производителя, задняя стенка которого оформлена под кожу. В принципе, как видите, здесь нет никакой упаковки розничной. В магазине представлено 4 цвета: черный, серый, красный и темно-синий. У меня вариант черный. Силикон достаточно плотный, такой толстый, с толщиной 1,5 или 1 мм. Изготовлен, ну так качественно, видно, что вещь не дешевая. Осязательно чувствую реальную защиту от ударов. Гравировка надписи сверху и строчка ниток выполнены очень четко, без ошибок. Верхняя часть и грани матовые. Задняя стенка а-ля кожа, такая грубая кожа, тиснение. А скошенные грани отверстия для камеры датчика, они глянцевые. И в принципе вот эти разделительные полосы тоже все глянцевые. Смотрится, конечно, так по-богатому. Внутренняя часть имеется вот такая ячеистая структура. Соты такие вот. Какая-то надпись. Ну все сделано очень четко, так точно. Ну, чехол выглядит как фирмовый, хотя бренда никакого на нем здесь не указано. Все необходимые отверстия под разъем питания, динамик, микрофон 1, микрофон 2, мини-джек, камеру со вспышкой основная, дактилоскопический датчик, все отверстия присутствуют. Так, сейчас установлю его сюда, вот мой этот смартфончик. О, плотно заходит, очень плотно. Как говорит распаковка, 2 упаковка, как у твоей бывшей, да. Обратите внимание, все отверстия, все совпадает, все по центру, ничего не сдвинуто, все классненько, здесь также. Сами кнопки прикрыты вот такими выпуклостями, то есть кнопки дублируются. И кнопка спуска затвора, или активации фотокамеры, кнопка питания, кнопка регулировки громкости нажимаются, в принципе,
Ну так нелегко, туговато, но в принципе как, наверное, сами кнопки самого смартфона. Кнопка регулировки громкости. Да, все регулируется. Без вопросов. Так, затвор фотокамеры также все нажимается. Снимок тоже происходит. За счет теснения силиконовой стенки под грубую кожу смартфон не скользит и уверенно лежит в руке. Фронтальная рамка несколько выступает над экраном, и таким образом, если его ложить дисплеем вниз, последний не поцарапается. И кроме того, этот выступающий бортик с миллиметр, наверное, высотой защитит этот безрамочный по бокам дисплей от ложных срабатываний. К покупке однозначно рекомендую. Чехол смотрится по-богатому, но он такой приобретает увесистый вид, сам смартфон. То есть он как бы реально мужской такой аппарат. Так, следующий товар, и судя по упаковке, внутри находится товар без розничной коробки. Заказал уже на AliExpress в другом магазине диспенсер для зубной пасты за $3.66. Я уже делал обзор на этот продукт, здесь будет ссылка на ролик. И выявил один существенный недостаток, из-за которого этот диспенсер становится бесполезным устройством. Значит, оценили его в $1. Прибыл он из Сталина в Минск за 45 дней с отслеживаемым трек-номером. Есть в магазине 4 цвета. Белый, розовый, салатовый, голубой. Я, по-моему, заказывал что-то розовый такой вот какой-то. Давайте посмотрим, что внутри. Я расскажу, какой у него есть недостаток. Значит, диспенсер полностью разборный. Здесь снимается вот это кольцо, после чего снимается фронтальная часть. И снимается вот это качающийся для подачи зубной щеткой. Вынимается вот это устройство. Снимается вот эта пластиковая штучка. В принципе, выталкивается вот этот силиконовый стаканчик. Если постараться, да, вот он извлекается отсюда. Вот таким вот образом все разбирается, все можно помыть. Силиконовые вот эти две части, остальное все из белого пластика. Значит, вот у меня предыдущий мой. И если вы можете заметить, здесь есть разница. Покажу поближе вам. В этом диспенсере можно использовать пасту мягкой консистенции, такой как жидкость. И ни в коем случае не вставлять пасту для отбеливания, которая при высыхании затвердевает и не позволяет закрыться вот этому силиконовому клапану. Силикон вот сдеформировался и образуется вот эта щель, через которую засасывается внутрь тюбика воздух. То есть функционирование как бы насоса, ну, в принципе насос для вытягивания отсюда пасты, насос уже перестает функционировать. Учитывайте это, ссылочка будет в описании. И, пожалуй, последний конверт. Это у нас конверт доставлен из Китая за 50 дней с отслеживаемым трек-номером. Оценили в $2. Здесь лот, включающий в себя 6 одноразовых шприцев со специальными длинными и тупыми иглами, с помощью которых нужно заправлять чернилами перезаправляемые картриджи в струйных принтерах или систему непрерывной подачи чернил. У меня в принтере как раз 6 картриджей. Кому интересно, вот здесь будет ссылка на обзор моего принтера. Это старый фотопринтер Epson R200. Вот. Пару месяцев назад отдавал на профилактику, и там выяснилось, что я неправильно заливал чернила в перезаправляемый картридж, из-за чего желтый картридж оказался разгерметизирован. Вот специально одел перчатки, чтобы не выпачкаться в чернила. Значит, желтый картридж оказался разгерметизирован. Он разборный, вот эта стенка у него снимается, покажу вам ближе. Вот. И чтобы была какая-то емкость, вот эта вот стенка, здесь такой вот как бы пузырь. И вот вы, если используете обычные иголки, шприцы с обычной иголкой острой, то я проткну вот эту оболочку, пленку. Поэтому, если использовать обычные иглы острые, то направлять надо как бы в сторону узкой грани. Вот куда-то туда. Потому что здесь, так, вот отверстие второе. Ну, как бы вот сюда надо, если вам будет видно. В сторону узкой грани, а не сюда. Чтобы не повредить вот эту оболочку. Ну, а лучше заказать, конечно, вот такие иглы тупые. И они, кстати, длиннее, чем эти. Так, скрываем. Долгая белорусская таможня гадала, для чего этот наркошек купил такие шприцы.
на 10 миллилитров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, шприцы, ладно, они стандартные, а вот главное иглы. 6 игл. Но в итоге таможня дала добро. Вот они у меня. Да, иглы необычные, достаточно прочные стенки здесь такие. И отверстия пошире, чем в таких медицинских. И, кстати, в этом магазине можно приобрести все для заправки принтера чернилами Inkjet. По-моему, так называются. Да, вот такие вот иглы. Общая длина иглы вместе с этим наконечником 100 мм, а металлическая часть 80 мм. Длина самого шприца порядка 110 мм. И он полностью извлекается. А медицинский шприц не извлекается так. Можно так и чернилами залить. Надо аккуратно, короче, пользоваться. Так. Ну, а у меня на сегодня все. Вот это вот товар, с которым я хотел вас познакомить. Благодарю за просмотр и, конечно же, подписку. Оценивайте это и другие видео моего канала. А с вами я прощаюсь. До скорой встречи. Пока. Увидимся.